Глава 9. 3 месяца Дон Хуан упорно избегал разговоров о страже. За это время я побывал у него 4 раза. Каждый раз он давал мне какие-нибудь поручения, а когда я все выполнял, попросту отправлял домой. 24 апреля 1969 года, в 4-й приезд, мне наконец-то удалось поговорить с ним. Пообедав, мы сели возле очага, и я сказал, что он сбивает меня с толку. Ведь я готов учиться, а он вроде и видеть меня не желает. Мне пришлось наступить себе на горло, чтобы преодолеть отвращение к его курительной смеси, и я чувствовал, что, по его словам, времени слишком мало. Дон Хуан спокойно выслушал мои жалобы. «Ты еще слишком слаб», — сказал он. «Когда нужно выждать, ты торопишься. А когда нужно спешить, чего ты ждешь? Ты слишком много думаешь. Теперь ты думаешь, что нельзя терять время. Недавно ты думал, что больше никогда не будешь курить. Твоя жизнь — сплошное разгильдяйство. Ты недостаточно собран, чтобы вновь встретиться с дымком. Я отвечаю за тебя и не хочу, чтобы ты умер, как проклятый дурак». Я смутился. Что делать, Дон Хуан? Я испытываю сильное нетерпение. Живи как воин. Я уже говорил тебе, что воин принимает ответственность за все свои действия, даже за самые пустяковые. Но ты занят своими мыслями, и это неправильно. Из-за этого ты потерпел неудачу со стражем. Как я потерпел неудачу, Дон Хуан? Ты думаешь обо всем. Ты думал о страже, и поэтому не мог победить его. В первую очередь, ты должен жить как воин. Полагаю, ты понял это очень хорошо. Я хотел вставить что-нибудь в свою защиту, но он сделал мне знак молчать. «Твоя жизнь довольно трудна», — продолжал он. «В сущности, твоя жизнь труднее, чем жизнь Хенаро, Паблито или Нестора. И все же они видят, а ты нет. Твоя жизнь труднее, чем у Элихио, а он, вероятно, увидит раньше тебя. Это меня огорчает. Даже Хенаро не может смириться с этим. Ты честно выполнил все то, что я говорил тебе. И все, чему мой бенефактор научил меня на первой ступени обучения, я передал тебе. Правило верное. Шаги не могут быть изменены. Ты сделал все, что нужно было сделать, и все же ты не видишь. Но тем, кто видит, подобно Хенаро, кажется все же, что ты видишь. Я тоже иногда полагаюсь на это, и я обманываюсь. Ты суетишься и ведешь себя как идиот, который не видит, но именно так все и обстоит в твоем случае. Слова Дона Хуана причинили мне глубокую боль. Не знаю почему, но я был близок к слезам. Я начал рассказывать ему о своем детстве, и волна жалости к самому себе охватила меня. Дон Хуан пристально взглянул на меня и отвел глаза. В них был пронзительный блеск. Я почувствовал, что он захватил меня своими глазами. Было такое чувство, что 2 руки ласково сжали меня, и я ощутил непонятное волнение, нетерпеливое желание, приятное отчаяние в области солнечного сплетения. Я стал сознавать свою брюшную полость, ощущая там жар. Я не мог больше говорить связно и забормотал, а затем умолк. «Возможно, что это обещание», — сказал Дон Хуан после долгой паузы. «Извини, я не понял». «Обещание, которое ты дал давным-давно». «Какое обещание?» «Постарайся сказать мне сам. Ты помнишь это?» «Нет». «Однажды ты обещал что-то очень важное. Не исключено, что ты обещал охранять себя от видения». «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Я говорю о данном тобой обещании. Ты должен помнить это». «Если ты знаешь, что за обещание, то скажи мне, Дон Хуан». «Нет». «Не будет никакой пользы сказать тебе это». «Было ли это обещанием, которое я дал себе?» Я подумал, что он намекает на мой отказ от ученичества. «Нет, это было давно». Я решил, что он меня разыгрывает, и засмеялся при мысли, что тоже могу подшутить над Доном Хуаном. Я не сомневался, что он знает о предполагаемом обещании не больше меня самого и пытается импровизировать. Мысль потакать ему в этом доставляла удовольствие. «Я что-то обещал своему дедушке?» «Нет», — ответил он, и глаза его заблестели.
и даже не бабушке. Смешная интонация, которую он придал слову «бабушка», заставила меня рассмеяться. Я подумал, что Дон Хуан ставит мне ловушку, но хотел доиграть до конца. Я начал перечислять своих знакомых, кому мог бы пообещать что-то важное. О каждом он сказал «нет», а затем перевел разговор на мое детство. «Почему твое детство было печальным?» — спросил он с серьезным выражением. Я сказал ему, что мое детство было не то чтобы печальным, а, пожалуй, немного трудным. «Так чувствует каждый», — сказал он, глядя на меня. «В детстве я тоже был несчастным и все время боялся. Трудно быть индейским ребенком, очень трудно. Но память о том времени не имеет значения для меня, хотя оно и было тяжелым. Я перестал думать о трудностях жизни еще до того, как научился видеть. «Но я тоже не думаю о своем детстве», — сказал я. «Тогда почему воспоминания о нем вызывают у тебя печаль? Почему ты чуть не плачешь?» «Я не знаю. Наверное, потому что, когда я вспоминаю себя ребенком, то испытываю жалость к самому себе и ко всем своим близким. Я чувствую беспомощность и грусть». Он пристально посмотрел на меня, и опять в области живота я отметил необычное ощущение двух рук, сжимающих его. Я отвел глаза, а потом снова взглянул на него. Он смотрел мимо меня куда-то вдаль, затуманившимся взглядом. «Это обещание, данное тобой в детстве», — сказал он после паузы. «Но что я пообещал?» Он не ответил. Его глаза были закрыты. Я невольно улыбнулся, зная, что он нащупывает путь во тьме, но первоначальное желание разыграть его немного поостыло. «В детстве я был очень худым», — сказал он, — «и всегда боялся». «Я тоже», — произнес я. Больше всего мне запомнился ужас и печаль, охватившие меня, когда мексиканские солдаты убили мою мать, — сказал он мягко, словно воспоминание причиняло боль. Она была бедной и застенчивой индианкой. Наверное, даже лучше, что ее жизнь оборвалась тогда. Я был совсем маленьким и хотел, чтобы меня убили вместе с ней. Но солдаты подняли меня и избили. Когда я цеплялся за тело матери, меня ударили по рукам плетью и перебили пальцы. Я не чувствовал боли, но цепляться больше не мог, и они утащили меня. Он замолчал. Глаза его все еще были закрыты, губы едва заметно дрожали. Глубокая печаль начала охватывать меня. Перед глазами мелькали образы моего детства. «Сколько лет тебе было тогда, Дон Хуан?» — спросил я, чтобы как-то отвлечься. «Лет 7. Это происходило во время Великой войны племени Яки. Мексиканцы напали неожиданно. Мать как раз готовила какую-то еду. Она была слабой и беззащитной женщиной, и ее убили просто так, без причины. То, что она умерла именно так, в общем-то, не имеет особого значения. Но для меня имеет. Я не могу объяснить почему, но имеет. Я думал, что отца тоже убили, но оказалось, что он ранен. Нас загрузили в товарные вагоны, как скот, и заперли. Несколько дней мы сидели в темноте. Время от времени солдаты бросали нам немного еды. В этом вагоне отец умер от ран. От боли и лихорадки у него начался бред. Но и в бреду он твердил, что я должен выжить. Так он и умер, требуя, чтобы я не сдавался и выжил. Люди позаботились обо мне. Накормили. Старая знахарка вправила пальцы. Ну и, как видишь, я выжил. Жизнь моя не была ни хорошей, ни плохой. Она была трудной. Жизнь вообще штука тяжелая, а для ребенка зачастую ужасна сама по себе. Мы очень долго молчали. Наверное, около часа. Я никак не мог разобраться в себе, чувствуя, что удручен, но не понимая, чем и почему. Кроме того, я испытывал угрызение совести. Совсем недавно я собирался подшутить над Доном Хуаном, но он повернул ситуацию в свою пользу. Все было так просто и выразительно. У меня появилось странное ощущение. Страдания детей всегда задевали меня за живое, и сочувствие к Дону Хуану в мгновение ока вызвало во мне отвращение к самому себе. Я сидел и записывал рассказ Дона Хуана, как будто это был
просто, так сказать, клинический случай. Но на сердце кошки скребли. И вообще, внутри у меня творилось такое, что я готов был уже разорвать к черту блокнот. Тут Дон Хуан постучал пальцем по моей ноге. Он сказал, что видит свечение насилия вокруг меня, и спросил, уж не собираюсь ли я его поколотить. Он засмеялся, и это несколько разрядило обстановку. Он сказал, что у меня есть склонность к вспышкам насилия, но поскольку на деле я нерешителен, насилие это чаще всего оборачивается против меня самого. «Ты прав, Дон Хуан». «Еще бы», — сказал он со смехом. Он попросил меня рассказать ему о своем детстве. Я заговорил о годах страха и одиночества и постепенно перешел к тому, что считал своей борьбой за выживание и укрепление духа. Дон Хуан засмеялся, когда я употребил метафору укрепления духа. Я говорил долго. Он очень серьезно слушал. Потом в какой-то момент снова прижал меня глазами, и я замолчал. После короткой паузы он сказал, что никто по-настоящему не унижал меня, и это было причиной моей нерешительности. «Ты никогда не испытывал поражения», — сказал он. Он повторил это 4 раза, и в итоге я не мог не спросить, что он имеет в виду. Он объяснил, что быть побежденным — это состояние, образ жизни, от которого побежденный не может уйти. Люди делятся на 2 категории – победители и побежденные. В зависимости от этого они становятся гонителями или гонимыми. Человек попеременно находится то в одном, то в другом из этих состояний, до тех пор, пока не научится видеть. Видение рассеивает иллюзии побед, поражений, страданий. Он добавил, что мне следовало бы научиться видеть тогда, когда я буду победителем, чтобы у меня не осталось даже тени воспоминаний о чувстве унижения. Я возразил, сказав, что никогда и ни в чем не был победителем, и что жизнь моя – одно сплошное поражение. «Если твоя жизнь является таким поражением, наступи на мою шляпу», – вызвал он меня в шутку. Я чистосердечно доказывал свое. Дон Хуан стал серьезным. Его глаза сузились до тонких щелок. Он сказал, что я считаю свою жизнь поражением не потому, что она таковым является, но совсем по другим причинам. Вдруг он быстрым и совершенно неожиданным движением сжал ладонями мои виски и пристально посмотрел мне в глаза. От испуга я непроизвольно сделал глубокий вдох ртом. Он отпустил мою голову, и она откинулась к стене. Все это было проделано так быстро, что когда он расслабился и сел, прислонившись спиной к стене, я был еще на середине глубокого вдоха. Я почувствовал головокружение, нервозность. «Я вижу маленького плачущего мальчика», — сказал Дон Хуан после паузы. Он повторил это несколько раз, но я не обращал на его слова особого внимания, поскольку думал, что речь идет обо мне в детстве. «Эй!» — сказал он, требуя моего полного внимания. «Я вижу маленького плачущего мальчика». «Это я?» «Нет». «Это видение из моей жизни или твои воспоминания?» Дон Хуан не ответил. «Я вижу маленького мальчика», — снова сказал он. «Он плачет и плачет». «Я знаю этого мальчика?» — спросил я. «Да». «Это мой сынишка?» «Нет». «Он плачет сейчас?» «Он плачет сейчас», — сказал он убежденно. Я подумал, что Дон Хуан видел ребенка, которого я знаю и который где-то плачет именно в это время. Я начал перечислять имена знакомых детей, но Дон Хуан сказал, что все они не имеют к моему обещанию никакого отношения. А этот плачущий мальчик имеет, причем самое непосредственное. Утверждение Дона Хуана показалось мне нелепым. Он сказал, что в детстве я кому-то что-то обещал, и в то же время, что ребенок, который плачет в данный момент, имеет к этому непосредственное отношение. Я уверял его, что в этом нет смысла. Он спокойно повторил, что видит маленького мальчика, который плачет сейчас, и что мальчику больно.
Какое-то время я вполне серьезно старался придать его утверждениям хоть какой-то смысл. «Хватит», — сказал я наконец. «Я не помню, чтобы я давал кому-то важные обещания, а тем более ребенку». Он опять прищурил глаза и сказал, что это ребенок из моего детства, который плачет сейчас. «Он ребенок из моего детства и плачет сейчас?» «Да». «Ты понимаешь, о чем ты говоришь, Дон Хуан?» «Понимаю. Это не имеет смысла. Как сейчас он может быть ребенком, если был им во время моего детства?» «Это ребенок. Он плачет сейчас», — упрямо повторил он. «Объясни мне это, Дон Хуан». «Нет, ты должен объяснить мне это». Хоть убей, но я не мог понять, о чем он говорил. «Он плачет, он кричит», — продолжал говорить Дон Хуан гипнотизирующим тоном. «Он держит тебя, он крепко сжимает, он обнимает тебя. Ты чувствуешь его глаза? Он становится на колени и обнимает тебя. Он моложе тебя, он подбегает к тебе. Одна его рука сломана. Ты чувствуешь его руку? У этого маленького мальчика нос выглядит подобно пуговке. Да, это нос пуговицы». В ушах появился гул, и я потерял чувство реальности происходящего. Слова Дона Хуана «нос пуговицей» бросили меня в сцену из моего детства. Я знал мальчика с носом пуговицей. Дон Хуан незаметно проник в одно из наиболее темных мест моей жизни. Я вспомнил обещание, о котором он говорил. В тот момент мое состояние было смесью экзальтации, отчаяния и благоговения перед Доном Хуаном и его великолепным маневром. Откуда, черт возьми, он знает о существовании мальчика с носом пуговицей из моего детства? Воспоминание до того взволновало меня, что я перенесся в далекое прошлое, когда мне было 8 лет. Моя мать умерла 2 года назад, и наиболее мучительные годы своей жизни я провел среди ее сестер, которые по очереди брали меня в свои семьи, меняясь раз в 2 месяца. У каждой из теток была большая семья, и как бы предупредительно и нежно они ко мне не относились, конкуренция со стороны 22 кузенов и кузин давала себя знать. Их бессердечие было иногда действительно странным. Я почувствовал, что меня окружают враги, и потянулись годы отчаянной и неприглядной войны. В конце концов, мне удалось подчинить себе всех своих многочисленных двоюродных братьев и сестер. Мне до сих пор непонятно, за счет чего я вышел в этой войне победителем. У меня больше не было достойных соперников. Однако я не знал этого и не знал, как прекратить свою войну, которая вскоре перенеслась на школьную почву. Классы сельской школы, которую я посещал, были смешанными, и первый класс отделялся от третьего только расстоянием между партами. Там я и познакомился с курносым малышом, которого из-за носа дразнили пуговкой. Он был первоклассником. Время от времени я дразнил и третировал его, правда, не злостно, а просто так, от нечего делать. Но, несмотря ни на что, он, казалось, меня любил и всюду за мной таскался хвостиком. Он даже знал, что на моей совести несколько проделок, расследование которых завело в тупик самого директора школы. Однако никому не говорил об этом ни слова. Но я все равно донимал его. Однажды я нарочно опрокинул тяжелую классную доску, и она упала на пуговку. Парта, за которой он сидел, отчасти задержала ее, но все равно удар получился сильный и сломал ему ключицу. Он упал. Я помог ему встать, и когда он уцепился за меня и обнял, увидел в его глазах испуг и боль. Это было слишком. И я не мог вынести вида малыша с изуродованной рукой, который, плача, обнимал меня. Годами я сражался с родственниками и победил, покорив всех своих противников. Но в миг, когда я увидел страдания этого маленького курносого мальчика, все мои победы были уничтожены. Не сходя с места, я проиграл все битвы сразу. Я думал, что ему отрежут руку, и пообещал, что если малыша вылечат, я никогда в жизни не буду победителем. Ради него я отказался от всех своих побед. По крайней мере, так я понимал это тогда. Дон Хуан вскрыл гнойную рану моей жизни, затянувшуюся многими слоями последовавших событий. Я был ошеломлен. Голова кружилась. Передо мной разверзлась пропасть бесконечной печали,
и я с головой в нее погрузился. Мои поступки тяжким грузом легли на душу. Воспоминание о курносом малыше по имени Хоакин заставило меня страдать настолько живо, что я начал плакать. У этого мальчика никогда ничего не было. Его родители не могли даже обратиться к врачу, так как у них не хватало денег на лечение, и рука Хоакина так и срослась неправильно. Я заплатил за это всего лишь своими детскими победами. Мне было невыразимо стыдно. «Успокойся, дурак», — сказал Дон Хуан. «Ты отдал достаточно. Теперь ты можешь изменить свое обещание». «Изменить? Но как? Произнести соответствующие слова?» «Нет, такого рода обещания словами не изменишь. Но очень скоро ты, возможно, поймешь, как это сделать. Тогда, наверное, ты даже начнешь видеть». «Может, ты мне хотя бы подсказал, Дон Хуан? Чуть-чуть?» «Ты должен терпеливо ждать, зная о своем ожидании и зная, чего ты ждешь. Это путь воина. Если дело в том, чтобы выполнить обещание, то ты должен делать это сознательно. Рано или поздно ожидание закончится, и ты будешь свободен от обязательств. Теперь ты уже никак не сможешь изменить жизнь того мальчика. Только он сам сможет вычеркнуть из своей жизни то, что тогда произошло. Как? Научившись уничтожать желание. Пока он считает себя жертвой, его жизнь остается адом. Пока ты считаешь его жертвой, твое обещание остается в силе. Желание – вот что заставляет нас страдать. Но как только мы научимся уничтожать свои желания, любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар. Будь спокоен, ты сделал Хоакину царский подарок. Бедность и нужда – это только мысли. То же касается ненависти, голода, боли. Я не могу в это поверить, Дон Хуан. Как голод и боль могут быть только мыслями? Для меня сейчас они являются только мыслями. Это все, что я знаю. Это мое достижение. Запомни, понимание этого – единственное, что позволяет нам противостоять силам жизни. Без него мы мусор, пыль на ветру. Я не сомневаюсь, Дон Хуан, что ты это сделал. Но разве такое под силу обыкновенному человеку? Мне, скажем, или маленькому Хоакину? Наша судьба, как людей, противостоять силам жизни. Я много раз говорил тебе, только воин может выжить. Воин знает о своем ожидании и знает, чего он ждет. Когда он ждет, у него нет желаний. И поэтому, какую бы малость он ни получил, это всегда больше, чем он может взять. Если он хочет есть, то найдет путь, потому что не голоден. Если он ранен, то справится с этим, потому что не страдает от боли. Быть голодным или страдать от боли означает, что сила голода или боли уничтожает тебя. Я хотел было отстаивать свое мнение, но остановился, потому что понял, что таким образом пытаюсь защититься от разрушительной силы великолепной победы Дона Хуана, которая затронула меня так глубоко и с такой силой. Как он знает? Я думал, что мог рассказать ему историю о курносом мальчике во время одного из моих состояний необычной реальности. Но мне все равно казалось, что я никогда не говорил ему об этом. Впрочем, то, что я не помнил, предполагалось с самого начала. Как ты узнал о моем обещании, Дон Хуан? Я видел его. Ты видел его, когда я принимал мескалита или когда я курил твою смесь? Я видел его сейчас, сегодня. Ты видел все события? Снова ты за свое. Я говорил тебе, что нет смысла обсуждать, на что похоже видение. Я больше не настаивал. Эмоционально я был убежден. «Я также дал клятву однажды», — неожиданно сказал Дон Хуан. Звук его голоса заставил меня вздрогнуть. «Я обещал отцу, что я буду жить, чтобы уничтожить его убийц. Я носил в себе это обещание долгие годы. Теперь обещание изменено. Я не интересуюсь больше уничтожением кого-либо. Я не ненавижу мексиканцев. У меня нет ненависти ни к кому.
Я знаю, что бесчисленные пути каждого пересекаются в его жизни. Все равны. Угнетатель и угнетенный в конце встречаются, и единственное, что преобладает, это то, что жизнь была слишком короткой для них обоих. Сегодня я чувствую печаль не потому, что мой отец или моя мать умерли так, как они умерли, а потому, что они были индейцами. Они жили как индейцы и умерли как индейцы. И никогда не знали, что они были прежде всего людьми.